Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я нарезала тюль. Вот у меня были образцы тюли. Я нарезала его квадратиками. У меня 12 на 12, но можно и поменьше. Что я буду с ними делать? Я буду вот так вот их складывать. Потом еще раз складывать в треугольнички. А потом из этих треугольничков делать вот такие вот конвертики. И скалывать, чтобы они у меня держались. На самом деле это вообще очень легко и просто. Я еще раз покажу. Складываем треугольник. Из этого треугольника складываем еще треугольник. И теперь раз и два. Все. Получился клювик такой. И скалываем. Что я буду делать с этими красивыми штуками? Я вырезала полоску ткани. Я их буду к ней пришивать. Я буду делать коврик. Вот так вот заверну краешек и буду пришивать прям подряд. Один за другим. И много я таких буду делать. Много-много-много. Я уже делала этот коврик несколько лет назад. Я вам сейчас покажу. Вот, я его делала, и он мне надоел. Очень долго, очень много. Тут использовалась у меня и подкладочная ткань, и всякое разное, что нашлось. Но потом он мне надоел, и я на пустое место пришила вот такой вот мебельный образец. И все. И решила, ну его нафиг. А теперь подумала, я как раз его доделаю и покажу вам, как делать такие коврики. Вообще такие коврики, конечно, очень хорошо получаются именно когда вот из такой вот воздушной ткани, типа тюля, потому что он так прям вот пружинит, даже когда его пришиваешь, он сохраняет вот этот вот объем. Получается очень красиво. Можно прям сразу сесть за машинку и вот лепить их по ходу дела. Прям свернул, пришил. Для разнообразия. Но я вот пока что решила просто посворачивать. Тут не обязательно прям, чтобы вот эти кусочки были прям ровненькие, квадратики. Из чего угодно можно, ну, я имею в виду, даже если неровной формы какой-то кусок, все равно можно слепить такие вот клювики из них. И складывать не обязательно прям вот стремиться ровно-ровно. Вы все равно сложите так, как сложите. Их нужно много, прям много-много. Я просто сегодня подумала, ну раз у меня этот коврик уже почти сшит, ну что же мне, вот он мне душу рвет все время, что он недоделанный нормально. Поэтому, тем более, что у меня вот оказалось столько много этого тюля, что сам Бог велел. После того, как наделали достаточное количество этих конвертиков, идем на машинку и пришиваем к ленте приготовленной. У ленты я краешек немножко подвернула, там где-то на полсантиметра, чтобы он не махрился. И снизу подкладываю эти конвертики и один за другим пришиваю. Девочки, хотела напомнить вам подписываться на мой канал. А если подписаны, то писать комментарии, ставить лайки. Нажмите, пожалуйста, колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Колокольчик находится справа от кнопки подписаться. Если вы уже подписались, то эта кнопка «Вы подписаны». Маленький серенький колокольчик. Я хотела еще раз сказать про количество вот этих вот конвертиков, которые нужно сделать. Их прямо действительно очень много. Даже если вы думаете, что вы уже прям много сделали, все равно делайте. Их вот много не будет. Их прямо очень много нужно. И когда я нашила их, я считаю, что достаточно, я беру свой коврик, смотрю, где я тут. Я в прошлый раз закончила вот здесь. Вот. Я делаю на максимальную толщину, длину стежка, потому что у меня толстая получается. И вот сюда начинаю. У меня вот эти вот в старые были квадратики изначально 10 на 10. Поэтому они выглядят чуть меньше. И я от них немножечко, наверное... Нет, не буду я отступать. И я вот начинаю пришивать. Вот
эта ткань, она немножечко созбаривается, но это не страшно. Также вы, когда, если только начинаете, вы просто по периметру начинаете строчить. И двигаетесь прямо по спирали, пока у вас не закончится либо эта лента с клювиками, либо не сделаете коврик. Я, кстати сказать, я обрезала все хвостики вот здесь, вот, чтобы уменьшить количество слоев ткани, потому что будет добавляться. Последнюю пару метров вот ленты с конвертиками, я конвертики делала из квадратов 9 на 9, поменьше. Потому что уже ближе к центру мне захотелось, показалось, что поменьше будет лучше, если они миленькие будут. Вот, ну и сделала. Ну вот посмотрите, что получилось в результате. Я его закончила. Я вот начиная с розовых, где вот розовые. Большая часть коврика была уже сделана, но при этом я все равно потратила пару часов. Немножко отвлекалась, конечно, от коврика. То телефон зазвонит, то еще что. То лень позвонит, то тюлень. Прям вот эти вот тюль. Вот здесь у меня подкладочная ткань. Здесь тюль тоже есть, но я пыталась еще подгладить его, потому что эти клювики еще заворачивались к центру. Поэтому я подглаживала. А здесь вот ничего не заворачивается. Наверное, потому что я правильно все пришила. Вот центр у меня вот такой вот, он, конечно, не очень красивый, но я сейчас все исправлю. Я в центр, у меня есть вот такие вот цветочки, и так как голубого здесь у меня нет, то я просто его вот так вот пришью белой стороной. Будет закрыта вся некрасивость. Останется одна красивость. Ну вот, цветочек на месте. Все у меня хорошо. Обратная сторона у меня такая вот, как тентовая ткань. Не смотрите на красоту, на эту. Это была одна из моих первых работ. Сейчас-то я хоть уж черными нитками пришивала. Для основы вы можете любую ткань брать, обработать как-то край, либо несыпучую ткань и сделать такой коврик. На это нужно время и терпение. Чего я вам и желаю. А у меня этот коврик пойдет в ванную. По-моему, он сюда очень подходит. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, я обязательно на них отвечу. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что досмотрели до конца.